жить рядом с мигрантами безопаснее, чем жить со среднестатистическими гражданами Российской Федерации. Чистая статистика. Депутат Госдумы Евгений Федоров, одев на себя военную форму, заявил, что борьба с мигрантами – это подрыв тыла. В хоре сторонников миграционной политики становится все больше голосов. Да, Федоров далеко не единственный из тех, кто пытается оправдать необходимость привлечения мигрантов. Кто еще выступает в защиту мигрантов и почему их песня становится с каждым днем все громче, мы и расскажем в этом выпуске. К лагерю защитников мигрантов присоединился депутат Евгений Федоров, который провел почти 6 созывов в парламенте. Он выразил беспокойство о том, что курьерские службы могут остаться без работников-мигрантов. Депутат подчеркнул, что если гастарбайтеров не будет в доставке, туда будут вынуждены идти сотрудники военных заводов, ведь курьеры получают более высокую зарплату, чем опытные рабочие. Нам иногда говорят: подумаешь, не будет курьеров. Курьеры будут всегда, потому что жрать люди хотят и зовут курьера. Просто курьер уйдет с военного завода, потому что в доставке ему платит рынок. На военном заводе, допустим, ему зарплату поднимут, за наш бюджет, кстати. Дадут 200 тысяч. А курьер будет все равно получать 300, потому что он нужен, уверен депутат. Для достижения нужного эффекта Федоров записал видеообращение в форме полковника Вооруженных сил России. Хотя и является отставным военным и закончил Ленинградское военное инженерно-строительное училище, по образованию инженер-энергетик, а также был в командировке в Афганистане и служил в Главном военно-строительном управлении Минобороны и в действительности демобилизовался в звании полковника, он сам признает, что на передовой с автоматом не ходил. Вопрос остается, зачем именно сейчас он оделся в военную форму? Ведь немало депутатов, имеющих боевой опыт, носили погоны и не особо подчеркивают это. Кроме того, Федоров – автор книги «Русский код развития» и координатор национально-освободительного движения. Он считает, что соотечественники готовы платить за доставку на дом не 100 рублей, а 500 рублей. Поэтому он считает целесообразным оставлять мигрантов на курьерских должностях, а коренных жителей – на заводах. Это все единый рынок. Поэтому борьба с мигрантами – это борьба за подрыв тыла, подытожил Федоров. Вот такая интересная логика. Платить надо чужим, чтоб свои побирались. А то, того и гляди, свои-то тоже станут достойно зарабатывать. Такие вот рассуждения депутата Госдумы, который почему-то не озаботился тем, как убрать в экономике опасный перекос, когда курьер ценится больше работника военного завода, врача или учителя. Зачем платить своим хорошие зарплаты, если можно просто закрыть вакансии гастарбайтерами? Больше всего людей удивила следующая фраза Федорова: «Жить рядом с мигрантами безопаснее, чем жить со среднестатистическими гражданами России», — сказал он. В комментариях люди советуют Федорову переехать в какое-нибудь мигрантское гетто, где, по его словам, безопаснее всего, в Котельниках, Люберцах, Балашихе и так далее. Реакция на откровение депутата последовала незамедлительно. Блогер Сергей Колясников, иронизируя, предлагает еще пару мощных доводов в защиту мигрантов. Борьба с мигрантами – это рост террористической опасности в Таджикистане и Узбекистане. Ведь если на въезде в Россию усилить контроль, террористы не смогут приехать в Россию, устроить теракт и останутся у себя дома. Или вот еще аргумент: если прижать мигрантов, будут недовольны дорогие партнеры США и Великобритания, которые хотят разрушить Россию через бесконтрольную миграцию, как это уже произошло с Европой. Пользуйтесь, господин Федоров, и не благодарите. Колясников объясняет, что любое ограничение потока мигрантов – удар по раздувшемуся карману крупного бизнеса и банкиров. Поэтому сопротивление с их стороны идет огромное, в том числе с привлечением агентов влияния из депутатского корпуса. Поэтому, когда во многих странах давно действует обязательная биометрия на въезде, у нас сейчас вводится лишь ограниченный эксперимент в столичных аэропортах длиной в годы. А параллельно появляются поезда Ташкент, Москва дважды в неделю, на очереди Астана, Москва, Бишкек, Москва и Душанбе, Москва, потому что нужен поток. Интересантов у миграционного беспредела в России куда больше, чем мы можем предполагать. Тут такие деньги, за которые плевать на любую террористическую опасность и вообще что-либо, резюмирует Колясников. Показательно, что про мигрантскую риторику стали публично транслировать и крупные банкиры. Так, председатель правления ВТБ Андрей Костин уверен, что без гастарбайтеров экономика России дышать не будет.
В недавнем интервью Reuters он призвал аккуратнее относиться к проблемам миграции. «Мигранты нам нужны. Есть идея привлечения трудовых мигрантов из Индии или Вьетнама, например, но люди из стран бывшего СССР говорят по-русски, по ментальности нам близки, из единой страны когда-то вышли. Вышли-то из единой страны СССР, но все давно по-разному. Для людей, которые выросли и стали взрослыми до распада Союза, действительно каждый гражданин той большой страны был другом и братом, хоть и финансировались из бюджета республики по-разному, РСФСР, например, получала меньше Украины и Кавказских, и Среднеазиатских республик. Но теперь давно уже все иначе. Из некоторых национальных республик русские тогда убегали, бросая имущество и спасая жизни. А теперь жители этих суверенных стран, которым последние 30 лет промывали мозги о советской оккупации, ломятся обратно в Россию и далеко не всегда только на заработки. Но кое-кому акцентировать на этом сейчас невыгодно. Почему против ужесточения миграционной политики выступают не только представители диаспор, депутаты и чиновники, но и банкиры вкупе с крупным бизнесом? Понятно, никто не хочет терять гигантскую прибыль. Ведь что такое мигранты для банковской системы? Например, только с начала года из России в Узбекистан совершено денежных переводов на 9,8 миллиардов долларов, и это на 35% больше, чем за такой же период прошлого года. С каждого перевода банки получают свой процент, а это миллиарды рублей. Хорошо банкирам? Хорошо. В то же время Центробанк Узбекистана также сообщает, что средняя зарплата мигрантов в России выросла на 38%, в том числе в строительстве на 55%, в доставке на 48%, в такси и общепите на 46%, в грузоперевозках на 14%. Хорошо мигрантам в России? Хорошо. В то время как наши учителя, врачи, полицейские и спасатели продолжают считать деньги от зарплаты до зарплаты, кто еще из сторонников массовой миграции достоин шуточного ордена Плова, в числе заступников депутат Госдумы и первый зампред Комитета по делам СНГ Константин Затулин. Он же бессменный директор Института диаспоры и интеграции, Институт стран СНГ, выручка которого за прошлый год, к слову, составила почти 170 миллионов рублей, призывавший завести в Россию еще 2 миллиона гастарбайтеров. Когда в апреле парламент принимал в первом чтении проект закона по борьбе с фиктивными браками для упрощенного получения вида на жительство, он, единственный из около 400 депутатов, проголосовал против. Да, Затулин оказался единственным депутатом, проголосовавшим против. К слову, закон был принят и подписан президентом. В последующих чтениях депутат участия в голосовании не принимал. Что и неудивительно, ведь ранее Затулин во всеуслышание заявлял, что запрет для мигрантов свободно въезжать в Россию не решит проблему миграции. А недавно он выступил против законопроекта о запрете приема в школы детей-иностранцев, не знающих русского языка, в то время как в стране продолжается марафон насилия и террора над русскими школьниками. Похожую линию в Госдуме гнет и депутат Геннадий Семигин, оскандалившийся после того, как подал многомиллионный иск против ветерана. Незадолго до теракта в Крокусе группа парламентариев во главе с Семигиным внесла законопроект о создании при региональных и местных органах исполнительной власти совещательно-консультативных органов диаспор. То есть кому-то кажется недостаточным их влияние в России, так что понадобилось закрепить его на законодательном уровне. В этой же струе выступает и экс-глава Дагестана, а ныне депутат Госдумы Владимир Васильев, урожденный Алик Абдуалиевич Асанбаев. Когда в обществе назрел вопрос о запрете для мигрантов привозить свои семьи, парламентарий неожиданно вступился за приезжих. Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти? Страна уже заключила договоренности с некоторыми государствами о трудовой миграции, и ограничение на въезд семей мигрантов может нарушить эти соглашения. Нам не хватает людей сегодня. Отметим, что лоббистские песни о главном звучат все громче, несмотря на то, что президент Путин четко и неоднократно объявлял интересы коренного населения России приоритетными. Но у кого-то в высших эшелонах власти, похоже, с возрастом развивается тугоухость. Не заметить, что среди государственных чиновников устоялись две прямо противоположные позиции в отношении мигрантов, невозможно. Лоббистам противостоит, впрочем, общество и отдельные силовые структуры.
Например, Следственный комитет России во главе со своим председателем Александром Бастрыкиным. Уже несколько лет он публично выступает за ужесточение миграционной политики и жесткое регулирование нахождения мигрантов в России. Вот как оценивает происходящее член СПЧ Кирилл Кабанов. Наличие в публичном поле двух совершенно разных позиций и подходов к миграционной проблематике демонстрирует реальную ситуацию, сложившуюся на самом верху вокруг этого стратегически важного для России и ее будущего вопроса. И это при том, что высшим руководством страны публично принят курс ужесточения контроля за миграционными потоками и перехода на целевой набор рабочих рук. Получается, что несмотря на позицию президента и Совбеза, экономический блок и ряд депутатов продолжают без стеснения лоббировать дальнейшее смягчение миграционной политики. В стратегически важном для страны и народа вопросе нет единства, хотя, казалось бы, все ясно. Вместо того, чтобы бороться с перекосами в экономике и повышать зарплаты своих сограждан, лоббисты миграции топят за благосостояние гастарбайтеров. И, к сожалению, эта линия пока побеждает. Несмотря на вводимые Госдумой ограничения, поток мигрантов в этом году в Россию вырос. Как сообщила 29 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, отечественные работодатели с января по октябрь официально приняли на работу 2,5 миллиона иностранцев, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. При этом в Россию едут не айтишники и прочие востребованные профессионалы, а низкоквалифицированные мигранты. Едут без профессии и знания языка, чтобы в лучшем случае устроиться куда угодно, получить гражданство, перевести сюда весь кишлак и присосаться к социалке. А в худшем – примкнуть к радикалам и устроить русским веселую жизнь. И кто-то этим бессовестно пользуется. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!